На всей скорости мчимся по дороге 1.95 из города Нью-Йорка в Вашингтон, Д.С., пересекая штаты Нью-Джерси, Пенсильвания, Делавэр и Мэриленд. Приехали по приглашению Алены на день рождения. И опа! На стенах портреты с лицами истории, вождей нации и стражей земли украинской. Интерьер ресторана оформлен в традиционном национальном стиле. Сегодня Оленин день. Она как утро в цветущем саду. Подарки лишь повод. Главное — внимание и объятия. Камера ловит смех и улыбки, а в глазах чувство искренности. Кто сказал, что встречать гостей утомительно? Алена справилась, не уронив ни бокал, ни достоинства. И пошло. Поздравления и пожелания от Тимофея. Остальные приготовятся. Хочу вам пожелать многих лет жизни, найти вашего спутника жизни, быть всю жизнь благословенной Богом, попасть на небо и также заниматься тем, что вам нравится. С днем рождения! Сало. Тоже говорю. Вау. Сало, вот шестерку кусочек. Не, ну скажи. Дякую. Все это. Один тост. Пьем за любовь. Кто не может, за дружбу. Ну як, смачно. Если бы я знала, как приятно быть именинницей, я устраивала бы это каждый месяц. Спасибо, что были рядом. День пролетел как один счастливый миг. Приехали в Александрию. Здесь каждое здание как страница из старинной книги, и мы открываем ее с первой главы. Погнали гулять по времени. Александрия – портовый город в штате Вирджиния. Возраст 276 лет. Население 155 тысяч человек. Название в честь шотландца Джона Александра. Когда-то город был центром работорговли, перевозки табака и пшеницы. Находится на правом берегу реки Потомак. Идем по Королевской улице старого города от станции метро до реки Потомак. Александрия – это когда ты идешь по улице и не понимаешь, ты в Америке или в Европе. Здесь так красиво и чисто, все выглядит лучше даже я. Колониальная архитектура 18-19 веков делает город Александрия одним из самых очаровательных мест США. Статуя белой лошади американской породы, которая известна своей скоростью и ловкостью. Такое расстояние между домами как раз, чтобы проходила лошадь. Если ты здесь, знай, просто идти по улице уже часть экскурсии. И так было с очень давних времен. Скульптура сидящей пары, а на стене надпись «Да, осталось купить кольца». Четыре часа дня, столики ждут, а люди еще на работе, делают вид, что работают. Ничего не покупаю, просто примерю. Мне, пожалуйста, и сумку, и... Бутик легендарный. Шляпа летняя. Настроение не спрашивайте, просто дайте пакетик. Всего за год построили это здание мэрии суда в 1872 году, после того, как пожар уничтожил предыдущее. Стоит до сих пор.
Посмотрите, какое небо, безупречное, ясное. А вдали шпиль с крестом, тонкий и спокойный, как напоминание, все на местах. Здание банка имени Бурке и Херберт построено в 1852 году. В том же году появилось газовое освещение улиц и водопровод. Это просто уважаемый местный знаток на пороге галереи, отдыхающий от шедевров. Наконец-то мы подошли близко к цели. За сквером река Потомак. Она как будто ждала, когда мы перестанем торопиться и просто посмотрим. Инсталляция художника Никиши Дарит «Breakwater» в парке Waterfront является символом стойкости и силы чернокожих общин. Памятник судостроителю художника Майкла Кертиса является неотъемлемой частью набережной Александрии, напоминая о богатом морском наследии. Прозрачную тишину неба нарушает пассажирский лайнер, и мы ему прощаем. Уж очень красиво летит. Самолеты улетают, а мы остаемся в этом моменте, в этом городе, и знаешь, это совсем неплохо. Смотреть, как взлетают самолеты – напоминание, что у каждого есть свой маршрут. Уточки плавают парами, будто знают, вдвоем спокойнее. Такая простая сцена, а в ней вся нежность природы. Река Потомак величественно несет свои воды, как будто знает, что Джордж Вашингтон когда-то здесь тоже смотрел вдаль. А в стороне одна мама-утка с выводком держится ближе к берегу и учит навигации по Потомаку. День уходил медленно, красиво, как будто не хотел покидать этот берег. И мы тоже не спешили, потому что такие вечера хочется растянуть до звезд. Пара джазовых аккордов не помешает. Вечер спускается на Кинг-стрит мягко, почти незаметно. Огни зажигаются, витрины становятся ярче, а улица будто просыпается заново. Город переходит в вечерний режим. Медленнее, теплее, наряднее. Архитектура города не выставляется на показ, а живет своей спокойной, уверенной жизнью. Кирпичные фасады, белые ставни, резные двери очень гармонируют с невысокими зданиями. Здесь не кричат высотки с неоновыми вывесками. Набрели случайно на большую персидскую лавку. Снаружи просто витрина, а внутри целая сказка 1001 вещи. Ковры, как будто их ткала сама Шахерезада в отпуске, вазы, в которых стоят павлиньи перья, лампы, которые готовы исполнить любое желание. И да, там был трон, даже 2, на случай, если вы королевских кровей. Картины, посуда, странные предметы – все это смешалось в уютный восточный хаос. Фото на память, чтобы потом вспомнить, как было красиво, весело и сколько мы не купили. Прощались как будто с родственниками, потому что это были настоящие персы, радушные, внимательные. Мы выходили довольные, с улыбками, как будто купили не только вазу, но и немного тепла. Увидела, как тренер обучает женщину карате. Сначала подумала, просто взгляну. Через 10 минут решила записаться.
Захотели кофе, получили экскурсию по занятым местам. Поздним вечером катимся на метро в Вашингтон, Д.С. в гостиницу. Экскурсия уже по знакомому городу. Фильм про Вашингтон у меня уже есть, но сегодня другой маршрут, новые повороты и свежие впечатления. Кому интересно, ссылка в описании. На углу возле кафетерия работник раздает кофе. Сэмплс бесплатно, а взглядом как будто спрашивает: «А ты точно не хочешь вторую чашку?» Направляемся от метро в сторону Белого дома. Сразу оказываемся будто в театральных декорациях. Здесь можно разглядеть Америку разную: деловую, туристическую, спешащую и созерцающую. Строгие широкие улицы, дома с колоннами и лепниной и флагами, развивающимися на ветру. Каждая улица как глава учебника, но если идти с открытыми глазами, то это вовсе не учебник, а живой роман. Зеленая трава, будто шелковая ткань, расстеленная на земле самой весной. Расскажу о жизни одного дня в Вашингтоне 8 мая 1945 года. Город устал. За плечами годы тревог, писем с фронта, списков пропавших и новостей с передовой. Но в воздухе напряженное ожидание. Все чувствуют, что-то меняется. Толпы заполняют улицы от Капитолия до Белого дома. Люди бегут как на праздник, которого никто не планировал, все ждали. Мужчины в форме, женщины в платках, дети на плечах. Все кричат, обнимаются, плачут. Кто-то начинает танцевать прямо на асфальте. У Белого дома толпа скандирует: «Вивон! Мы победили! Мы победили!» Солдаты подбрасывают фуражки. Один моряк обнимает девушку в форме медсестры. Фотограф успевает нажать на кнопку. Этот снимок облетит весь мир. Недалеко от Белого дома, в одном и том же месте вот уже несколько лет звучит саксофон. Одинокий музыкант наполняет улицу настроением, и каждый прохожий замедляет шаг. И если остановиться хоть на минуту, можно услышать в его музыке весну, войну, победу, одиночество и надежду. Все, чем живет этот город. В конце учебного года у школьников начинаются экскурсии и фотосессии на фоне зданий, в которых вершилась история. Что за цифры на теннисках учеников? Оказывается, это год выпуска из школы. Белый дом – это визитка нации, и он всегда на работе. Даже не верится, что я правда здесь, и это сцена истории. Перлина закончила универ в этом году. Теперь она политолог и с интересом слушает рассуждения протестующего о жизни и политике. Круглогодичная палатка под названием The White House Peace Protest стоит здесь уже 42-й год, где поочередно находятся протестующие, меняя свои лозунги. Мы направились в кафетерий, куда заходили попить кофе президенты. На стенде их фотографии. Стоимость одной чашечки капучино $20. Здание административного офиса Дуайта Эйзенхауэра. В нем работают ключевые сотрудники Белого дома. Стратегические совещания, речи, приказы, меморандумы. Все здесь. В массивном сером здании с закругленным углом находится галерея искусства и музей филантропа Вильям Вилсон Коркоран. Группы школьников заполонили улицы. То тут, то там раздаются возгласы: «Пожалуйста, не отстаем!». Здание Американского Красного Креста является штабом гуманности. Напротив, величественное здание – музей сохранения исторического наследия.
В городе более 116 музеев, включая галереи. Такой огромный прецелс, я подумала, спасательный круг для гурманов. Мы дошли до холма, где стоит монумент Вашингтону, окруженный флагами США, каждый из которых символизирует один из штатов страны. Флаги установлены на алюминиевых флагштоках высотой 7,6 метров. Это не только архитектурный элемент, но и символический жест, подчеркивающий роль Джорджа Вашингтона как объединителя нации. Пройтись по одной прямой оси, которую называют национальной аллеей, многого стоит. Она объединяет Белый дом, монумент Вашингтону и мемориал Линкольна. Какой красивый момент я поймала в кадре. Величественный обелиск и озарение. Будто сам Джордж оставил вертикальную подпись в небе. Высота стелы 169 метров. Музей афроамериканской истории и культуры. Возвращаемся с экскурсии по Вашингтону. Ноги гудят, камеры разряжены, но мы еще возбуждены увиденным. Впереди вокзал. На него, как всегда, не хватает времени, хотя он стоит особого внимания. Колокола церкви Эпифания и Богоявления впервые прозвучали на инаугурации президента в 1925 году. Автобусный вокзал возвышается как храм. Высокие арки, мраморный пол, дизайнерская подсветка. На сцене певица. Она поет не просто песню. Она провожает в путь, дарит нотами надежду. Все сложится. А музыка, как дорога, никогда не заканчивается. Дорогие мои подписчики и гости канала, благодарю за просмотр и спасибо за ваши лайки и комментарии. Они помогают продвижению моих фильмов. До встречи, друзья, в новых путешествиях.